Всем привет, меня зовут Наталья, и я рада вас приветствовать на своем канале «Вкусно, просто, быстро». Сегодня я хочу предложить вам приготовить очень вкусный и нежный райский торт. Торт по вкусу похож на конфеты Рафаэлло. Духовка нам сегодня не потребуется, готовится торт без выпечки. Просто и быстро, надо будет только подождать, чтобы крем стабилизировался. Данное количество ингредиентов рассчитано на торт диаметром 18 см, высотой 6 см и весом 400 граммов. Давайте приготовим. Для основы нам потребуется 200 граммов песочного печенья. Печенье надо измельчить в крошку. Самый быстрый вариант – измельчить его в блендере. Если блендера нет, то можно сложить печенье в пакет и раскатать их скалкой. В измельченную крошку высыпаем 100 граммов кокосовой стружки. Выливаем 90 граммов растопленного сливочного масла. Все тщательно перемешиваем. Добавляем 1 столовую ложку молока. Перемешиваем до однородного состояния. Далее смотрите на свое печенье. Крошка должна хорошо прессоваться и легко рассыпаться обратно. Если крошка не держит форму, то надо добавить еще 1 столовую ложку молока. Отложим 1 столовую ложку крошки, этой крошкой мы в конце украсим верх торта. Торт я собираю в разъемной форме диаметром 18 см. Перекладываем крошку в форму, разравниваем и формируем бортики. Я делаю бортики высотой примерно 4,5 см. Края прессуем ложкой, хорошо прижимая бортики к форме. Дно утрамбуем стаканом. Это будет наша основа. Убираем основу в холодильник и приготовим крем. В кастрюлю высыпаем 100 граммов или 5 столовых ложек без верха сахара и 40 граммов или 2 столовые ложки без верха пшеничной муки. Перемешиваем до однородного состояния. В данном рецепте пшеничную муку можно заменить кукурузным крахмалом. Добавляем 2 яйца. Хорошо перемешиваем все венчиком до однородного состояния. Добавляем примерно треть молока от общего объема. Всего нам понадобится 400 граммов или миллилитров молока. Перемешиваем до однородного состояния. Добавляем оставшееся молоко. Перемешиваем и ставим вариться на плиту. Варим на среднем огне, постоянно перемешивая лопаткой. Как только масса начинает сгущаться, меняем лопатку на венчик и постоянно перемешивая доводим массу до кипения. Когда масса закипит, она станет густая, как пудинг. Делаем огонь минимальным, постоянно перемешивая, на маленьком огне провариваем массу в течение 1-2 минут и снимаем с огня. Заварная основа готова, ее надо остудить. Для этого я ставлю кастрюлю в чашку с ледяной водой и постоянно перемешивая, остужаю до комнатной температуры. К 120 граммам мягкого сливочного масла комнатной температуры добавляем 80 граммов сгущенного молока, 15 граммов или 3 чайные ложки ванильного сахара. Ванильный сахар можно добавлять по вкусу. Взбиваем на максимальных оборотах миксера примерно 2-3 минуты. Взбитое сливочное масло должно стать светлым и воздушным. В взбитое сливочное масло добавляем часть заварной основы. Взбиваем на максимальных оборотах миксера до однородного состояния. Так постепенно соединяем всю заварную основу с маслом. Чтобы крем не расслаивался при взбивании, сливочное масло и заварная основа должны быть одной комнатной температуры. Когда всю заварную основу соединили с маслом, всыпаем в крем 100 граммов кокосовой стружки и перемешиваем до однородного состояния. Крем готов, перекладываем часть крема в форму и равномерно разравниваем. Для начинки нам понадобится 40-50 граммов очищенных миндальных орехов. Половину орехов втыкаем в крем. Сверху выкладываем еще часть крема. Крем равномерно разравниваем. В крем втыкаем оставшиеся орехи. Выкладываем оставшийся крем и равномерно разравниваем. К ранее отложенной крошке добавляем 1 столовую ложку кокосовой стружки и перемешиваем до однородного состояния. Обсыпаем крошкой край. Чайной ложкой слегка придавливаем крошку крема. Посыпаем торт сверху кокосовой стружкой.
Если вы хотите сделать белый ободок по краю торта, то засыпаем чуть-чуть кокосовой стружки между тортом и формой и утрамбуем стружку силиконовой лопаткой или ложкой. Накрываем торт пищевой пленкой и убираем в холодильник стабилизироваться на 5-6 часов. Я обычно убираю на ночь. Готовый торт освобождаем от формы и ленты. Невероятно нежный, легкий и очень вкусный торт Рафаэлло готов. Советую вам его приготовить. Если вам понравился рецепт, то делитесь этим видео с друзьями, ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, смотрите мои другие видео, мне будет очень приятно. Желаю вам приятного аппетита и отличного настроения.